Всем привет! Вы смотрите ТОП ВУЗ. Меня зовут Евгения Черноскулова. И в этом проекте я примеряю на себя роль студента одного из лучших вузов нашей страны. Сегодня мы приехали в Московский государственный технический университет имени Николая Эрнестовича Баумана. В простонародье просто Бауманка. Я пройду путь от абитуриента до выпускника, чтобы показать вам, каково это учиться в одном из лучших технических вузов нашей страны. Поехали! IT, ракетостроение, социология, биотехника, лингвистика и даже судебная экспертиза. Глаза разбегаются от такого изобилия. Попробуем узнать у абитуриентов, какие направления им приглянулись. Привет. Привет. Ты хочешь учиться в Бауманке, я вижу по твоим глазам. Расскажи, почему? Я была здесь на Дне открытых дверей, мне очень понравилось. И плюс наша школа сотрудничает с Бауманкой, поэтому мы несколько раз приезжали сюда на различные лекции. Мне тоже понравилось. А чем ты хочешь заниматься? Трудный вопрос. Я надеюсь это узнать во время обучения в ВУЗе. Я надеюсь, что у тебя все получится. Желаю тебе успеха, удачи и давай 5. Мне было интересна техника, я интересовался машинами разными. Узнал о том, что есть высшее техническое училище. Приехал, посмотрел, походил, подал документы и уехал домой. А где-то, наверное, через неделю я поехал узнать, только когда консультация будет, что-то там надо было уточнить. Приезжаю в приемную комиссию, как и сегодня, там, сидят сотрудники университета, консультанты. Меня спрашивают, как я, чего, где, чего, какие интересы, и говорят, знаешь, есть очень интересная специальность вот такая. Меня убедили специальность, которую я первый раз выбрал, поменять. Сейчас ведь можно 3 специальности назвать, раньше одну надо было выбрать. Я закончил специальность, которая сейчас называется прикладная механика, это кафедра РК-5, и ни минуты, поверьте, об этом не пожалел. Первую лабораторию, которую мы посетим, станет научно-образовательный центр «Фотоника и инфракрасная техника». Здесь ведутся исследования в области новых лазерных технологий, которые находят свое применение как в технике, так и в медицине. Сегодня мы занимаемся исследованиями качества оптических поверхностей для астрономических телескопов. И в этой лаборатории у нас идут исследования, связанные с этим. Мы смотрим оптические детали и измеряем, насколько хорошо они выполнены. На данный момент астрономические телескопы для того, чтобы наблюдать далекие галактики, требуют, чтобы качество поверхности составляло доли нанометров. По сути, это размер одного атома. Нужно, чтобы поверхность была настолько гладкая, насколько в соответствии с размером одного атома. Это у нас прибор, который называется профилометр. Он нужен для того, чтобы посмотреть и оценить, насколько хорошо качество поверхности оптической. Стекло на вашем телефоне – это тоже оптика. Давайте попробуем с вами провести измерение этого стекла. Так. Пятнышко, вы увидели, было небольшое, поэтому вот этот квадрат – это 1 квадратный миллиметр. Вот так выглядит стекло вашего телефона. Если посмотреть по цифре, сейчас где-то в 15 раз хуже качество этой поверхности, чем то, которое нужно для того, чтобы исследовать далекие галактики астрономическими телескопами. Смотрите, я вам показываю сейчас очень точную деталь. Это держите аккуратно в руки. настоящее стекло? Его качество 1 ангстрем, это размер одного атома. Идеальнее не бывает? Боюсь, что нет. Вот это да, самое идеальное стекло у меня в руках. Это эталон, относительно которого мы измеряем всю остальную оптику. И в таких исследованиях принимают участие прям студенты, которые учатся, а после пары они приходят сюда. Да, совершенно верно. Они на кафедрах учатся, а если они отличники, если у них хорошо с учебой, они могут прийти к нам в центр и поучаствовать в настоящих научных работах. После этого они вырастают гораздо более высококвалифицированными специалистами, чем просто обучение в университете. У них есть возможность то, что они проходят на лекциях в теории, здесь опробовать на практике, собрать свои первые научные работы, какие-то свои реализовать идеи, и после этого они чаще всего становятся учеными или крупными инженерами. Вот так, друзья, сначала пришел на лекцию, послушал, записал, сделал конспект, а после лекции приходишь сюда, в лабораторию, и делаешь собственные исследования, совершаешь какие-то научные прорывы. Потом потомки, возможно, будут изучать вашу биографию в учебниках и стремиться к таким же открытиям.
Интерес к науке здесь ценится превыше всего. И чтобы взрастить будущее поколение ученых, университет проводит работу уже со школьной скамьи. Например, здесь, в молодежном космическом центре, ведут активный поиск одаренных школьников для привлечения их на ракетно-космические специальности, а также занимаются популяризацией космонавтики. Как именно? Давайте посмотрим. Мы переместились в самое космическое место Бауманки – Центр управления полетами. Сейчас вы видите на экране картинку в реальном времени. Над Землей находится спутник, который фиксирует все происходящее и передает сюда. Подробнее мы узнаем сейчас у Виктории Ивановны. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какие исследования здесь ведутся и вообще, как это возможно? Неужели это вот правда спутник сейчас над Землей, и вот эта картинка и есть Земля? Да, это действующий ЦУП. Он у нас предназначен для того, чтобы работать со спутниками, управлять ими, давать им команды, получать от них телеметрию и полезную информацию об экспериментах, которые мы проводим на спутниках. Ребята, наши студенты, проектируют, создают, испытывают и эксплуатируют космические аппараты. Это очень приятно, потому что Бауманка – кузница кадров для космической промышленности, и чем раньше овладеет специалист будущий своими компетенциями, которые ему нужны на работе, на предприятии, тем ценнее этот специалист, он быстрее вводится в реальные проекты. И поэтому мы даем здесь возможность участвовать в создании реальной космической техники. Есть, конечно, проекты, мы их называем модельные проекты, на которых ребята младших курсов разгоняются, что называется, но потом они переходят в конструкторское бюро, которое создает реальные аппараты. Вот вы видите на экране 6 реальных аппаратов, которые на орбите находятся. 2 из них мы запустили уже 2,5 года тому назад, и 4 аппарата 27 июня этого года. Это свежие аппараты, которые сейчас требуют особого внимания. Поэтому в ЦУПе здесь постоянно находятся ребята-студенты, которые заботятся о состоянии аппаратов. В данный момент, вот вы видите, да, сейчас мы видим, что сидит Никита Лазарев, он студент, и он уже давно работает в этих технологиях. Он сейчас обрабатывает телеметрию и ждет очередного сеанса связи со спутниками. Так как их уже 6 на орбите, это серьезно и постоянно нужно с ними работать. Студенты здесь находятся круглосуточно? Но сейчас нет, потому что мы имеем возможность ставить на автоматическое управление на ночь, но первые недели и даже месяц первый ребята и ночные сеансы тоже мониторили и находились в ЦУПе. Да? Этого человека отвлекать ни в коем случае нельзя сейчас, потому что он занят серьезным делом. Он расшифровывает телеметрию, которая пришла с космического аппарата на витке связи, и ему просто нужно сосредоточиться. Так как аппаратов много на орбите, то постоянно кто-то должен находиться на связи с ними, и каждый виток рабочий мы ловим, и каждый мы должны контролировать. Кроме всего научного, в Бауманке есть отдельная, особая кафедра питания. Это такой длинный коридор со множеством точек. Здесь и пельменная, и блинная, и пирожковая. Можно попробовать еще лапшу вок, ну и, конечно, ароматный кофе. Мой самый любимый момент на каждой съемочке – обед. Можешь, пожалуйста, сейчас не снимать? Буквально 1 секундочку и вернемся к нашему путешествию. Кроме столовой, в ВУЗе есть немало рекреационных зон. Однако найти их может быть не так просто. Территория кампуса и количество корпусов поражает воображение. К тому же университет постоянно развивается, строятся новые корпуса и отделения. Не университет, а настоящий Хогвартс. Как же тут не заблудиться?
Сейчас идет большой проект по строительству нового кампуса технологической долины МГТУ имени Баумана. Сама я здесь тоже училась, и когда пришла в первый раз, это был первый мой вуз из 5, я сразу влюбилась в эти стены, в этот антураж, просто поняла, что хочу здесь учиться. И смотря на все это, сейчас понимаешь, насколько большие территории, потому что на первом курсе все путаются. У нас, например, у студенческого совета даже есть мероприятие «Легенды Бауманки», которые проводятся с целью того, чтобы первокурсники познакомились со всеми территориями, которые есть здесь, узнали, где же все-таки 510 Ю, которую никто не может найти. Кто-то пытался создать карту несколько раз, на моей памяти это несколько студентов, но на данный момент нет окончательной карты МГТУ, и МГТУ расширяется и расширяется, поэтому я думаю, что окончательной будет не скоро. МГТУ имени Баумана работает уже почти 200 лет, и за это время сложилось немало интересных студенческих традиций. Например, легкоатлетические забеги, в ходе которых студенты посещают города-герои, в процессе побега передавая друг другу эстафету. Или добрая традиция кафедры теоретической механики имени Николая Жуковского выезжать в его родное место, имение в селе Орехово, каждую осень. Одна из традиций для студентов Бауманки связана с фонтаном. Когда он выключается осенью, это означает, что пора браться за ум, погружаться в учебу и готовиться к зимней сессии. Ну а если весной он снова включается, это значит, что на носу летняя сессия и пора бы заглянуть в учебники. Сменяются поколения студентов, постоянно приходят новые и вообще новые, новички, вот эти вот молодые совсем студенты, насколько они перенимают традиции, которые уже существовали до них в Бауманке? А вы знаете, во-первых, молодые студенты, только поступившие, и студенты второго курса, кстати, тоже, они никакие не новички, они козероги. Козероги? Козероги. Студенты первых 2 курсов – это козероги. Почему, никто не знает. Традиция. Обязательная традиция – отмечать экватор, середину обучения. Раньше была традиция, сдав черчение, обязательно шли всей группой и топили хотя бы один тубус в Яузе. Вот, у меня, например, есть фотография, мы стоим вот недалеко на Яузе, и значит, Сергей из нашей группы, парень, он вот бросает тубус, и он летит над рекой. По-разному называют помещения в университете, по-разному называют статуи в университете. Например, памятник Баумана носит название «У-ноги». Встретимся у ноги. Что это значит? У памятника Баумана. Есть ли какая-то традиция, связанная с этими статуями? Такой традиции нет. В свое время бытовала поговорка, что в университете есть, простите, 7 непьющих. Вот кто не пьет в МВТУ. Это 6 статуй на фронтоне главного входа и памятник Баумана. Но с развитием здорового образа жизни как-то меньше внимания этому уделяют. Все-таки досуг стал более разнообразным, интересов стало больше, возможностей больше. И на эту тему как-то мы реже шутим все. Сегодня мы узнали еще одну примету. Во время сессии нельзя ходить по этой лестнице. Сегодня, конечно, не экзамены и не сессия, но на всякий случай мы обойдем ее. После долгого учебного дня размяться и привести себя в порядок можно в спорткомплексе. Построенный к Олимпийским играм 1980 года и переданный позже университету, спорткомплекс представляет студентам множество возможностей для активного отдыха. Да, теперь я понимаю, что значит фраза «в здоровом теле здоровый дух». В Бауманке можно покорить любую вершину, и здесь одна из них. Тренажерный зал, скалодром, волейбольные и баскетбольные площадки, тир и даже бассейн доступны учащимся, желающим прокачать не только мозги, но и мышцы. Наверное, здесь, прямо на дорожке для бега, ученым приходят гениальные мысли, которые потом приводят к научным открытиям. Есть еще одно интересное место, которое стоит увидеть. Это дом физики, где находятся лаборатории и учебные аудитории, библиотека одноименной кафедры. Обычно здесь кипит работа. Студенты, сотрудники университета проводят исследования и, конечно, двигают науку вперед. Но сейчас лето, никого здесь нет, все приборы накрыты плотными тканями. И за моей спиной маятник Фуко, который часто называют сердцем университета. Сейчас он спит, но мы попробуем добавить немного жизни, пошевелить его. Ух ты, тяжеленный, кстати.
Вот так добавили немного жизни спящему дому физики, потому что скоро, сентябрь, здесь появятся новые студенты, пока здесь, возможно, появятся абитуриенты, которые в сентябре станут будущими учеными, совершающими невероятные открытия. Лекции проходят в наших антуражных лекционных, а здесь непосредственно практика, которая демонстрирует наш русский метод обучения, теория через практику. И ребята, приходя сюда, учатся на новейшем оборудовании, которое большая часть сводилась из Европы, а некоторые вообще в единственном экземпляре. Здесь на первом этаже расположена лабораторная часть, а на втором этаже коворкинг, где студенты могут заниматься в свободное от пар время, делать свои лабораторные, потому что какая-то часть проходит непосредственно в семинарское время, в лабораторное время. Что-то нужно доделывать дома, конечно, потому что студенты должны сами изучать некоторые процессы. Мы плавно перемещаемся в Центр молодежной робототехники. Для одних это место прохождения учебной практики, а для других хобби, где в свободное от учебы время можно реализовать собственный проект. На данный момент вместе с командой участвуем в соревнованиях СКАТ, это студенческий конкурс авиамодельного творчества. Вот, строим самолет для выполнения условий регламента. И в целом уже проект подходит к его какому-то финалу. Скоро будут тестовые полеты. В моей команде 6 человек. Вот, каждый занимается в целом тем, что ему интересно. Есть и общие задачи, вот, но в основном стараемся как-то делегировать, чтобы многое успевать и как бы строить что-то новое и инновационное. То есть ты лидер этого проекта, можно так говорить? Ну, я не совсем лидер, я скорее главный конструктор, вот, но тоже как бы какие-то свои новые решения привношу в проект. Как тебе вообще вот такая вот среда, когда и кругом ребята, которым нравится то же, что и тебе? Насколько у вас такая вот коллаборация творческая, не побоюсь этого слова, потому что все-таки, мне кажется, физика, и тем более конструкторство, вот эта вот все сборка, это же творческий процесс. Да, это весьма творческий процесс, особенно когда вы на стадии разработки чего-то нового, много экспериментов. Вот, много всего, что никогда еще не делали, но ты как бы в это включаешься и все, что-то новое изобретаешь. И да, правда, я еще со школы как бы увлечен техническим творчеством, в целом как бы наукой, и поэтому здесь мне как бы очень приятно находиться среди людей, которые такого же мнения и с подобной историей в этом направлении. И это дает мне большие возможности в развитии. Твое хобби, твой интерес, они могут также плавно перерастать в отдых. Поэтому в Бауманке, если говорить об этом университете, можно реализовать себя вообще в разных направлениях. Будь то это робототехника, либо какие-то креативные индустрии. Как готовятся инженеры-бауманцы? Почему они востребованы и полезны отрасли, предприятиям, обществу в целом? Вот все это вместе и есть Бауманское братство. Сообщество тех, кто успешно завершил учебу в Бауманском университете, работает инженерами, тех, кто только учится, тех, кто в каких-то других сферах трудится тоже успешно. Все мы бауманцы, и все мы образуем Бауманское братство. Очень часто сталкиваешься с такими ситуациями в жизни, когда уже чуть взрослеешь. Там, на 3-м курсе у меня такое было столкновение в моей голове, когда я не понимал, вот, что мне конкретно сейчас нужно, заниматься ли общественной деятельностью, либо сейчас уйти в науку. И то мне нравится, и мне ребята как бы помогли, подсказали, как лучше сделать, ребята постарше. И у меня все получилось в итоге это все совместить. И все переродилось в создание в целом этого центра. Он как бы на моих глазах и на глазах многих ребят, которые сейчас со мной до сих пор работают, и создавался. Вот. И это большая такая отдушина для меня. Я очень часто вообще встречал это понятие в своей жизни. Даже до того, как поступил в университет, у меня очень много знакомых учились в Бауманке, закончили Бауманку. Говорили часто, как Бауманское братство, Бауманское братство. Я всегда задавался вопросом, как бы, что это такое. Вот поступив на 1-й курс, я прочувствовал это на себе. Это когда к тебе могут прийти на помощь, когда ты даже не ждешь это от тех людей, которые это сделали. Для меня это вот это. Это когда вы объединяетесь, делаете что-то новое, идете вместе, нога в ногу в жизни, учите друг друга чему-то, и ты всегда можешь опираться на этих людей, опираться на людей вокруг тебя,
И я очень рад, что Бауманка мне подарила и дарит до сих пор таких людей, такие возможности, чтобы вместе с ними преодолевать свои трудности. На сегодняшний день ВУЗ прилагает максимальные усилия, чтобы обеспечить выпускникам достойное трудоустройство. На базе университета работает Центр карьеры, деятельность которого полностью направлена на помощь студентам и выпускникам в поиске работы. Я студент-целевик. У нас Бауманка один из немногих вузов, который использует некий русский метод обучения, где есть возможность у тебя параллельно работать как в компании, так и обучаться. Вот я работаю в компании РПКБ, Раменское приборостроительное конструкторское бюро. Там я уже с 3-го курса успешно совмещаю с учебой рабочие задачи и параллельно могу также писать там курсовые проекты, дипломные проекты и так далее. Поскольку МГТУ имени Баумана – это ведущий технический университет России, мы говорим о том, что, наверное, мы сотрудничаем практически со всеми крупными, средними, мелкими компаниями. Это компании различных секторов экономики, но если говорить о том, все-таки об именах, да, то, безусловно, конечно, это госкорпорация Ростехкомпании, это оборонный промышленный комплекс, это ПАО «Газпром», «Росатом», это наши крупные IT-компании, такие как Яндекс, ВК, Сбер, ну и очень-очень много других. Сейчас я уже являюсь выпускником нашего университета, и я начал работать еще во время учебы. Я обратился в наш центр карьеры МГТУ имени Баумана. Мне помогли с поиском вакансий, с подготовкой резюме, с подготовкой к собеседованию. И далее я развиваюсь уже в этой компании. Планирую продолжать также параллельно учебу в нашем университете, в магистратуре, и применять все знания на практике. День близится к концу. Проведя его здесь вместе со студентами и работниками, я, кажется, начинаю понимать, что это значит быть настоящим бауманцем. Мы много раз пытались создать некого такого вот среднего студента. Вот что такое средний бауманский студент? Если говорить о тех, кто на младших курсах, то это молодой человек или девушка, девушек у нас 4-я часть, кстати говоря, у которого нет свободного времени. Совсем. Вообще, который постоянно помнит о том, что нужно сдавать рубежные контроли, домашние задания, там лекции, семинары, учебно-технологический практикум, где всех подряд, скажем, учат работать на станках, независимо от специальности. А если мы говорим о студентах 3-4 курса, то это уже люди, которые познали жизнь, они не торопятся, они все понимают, но при этом у них тоже нет свободного времени. Они понимают, что да, вот я могу сейчас там где-то вот что-то там сделать, но через неделю мне надо сдавать определенный лист проекта. Я могу на него, понятное дело, забить, но тогда вот через еще 2 недели будет уже 2 листа. Вот. Тем не менее, они успешно эти трудности преодолевают и становятся старшекурсниками. А это ребята, которые, как правило, уже работают, а обычно по специальности. И у них тоже времени нет, потому что вот сегодня мы работаем, вот здесь вот друзья-приятели, а еще надо на учебу успеть, а если ты учебу пропустил и вовремя не сделал, то, несмотря на то, что старший курс, ну, все равно, так сказать, может быть не очень хорошо. Поэтому наши студенты – это хорошо подготовленные, мотивированные на получение знаний, если вот так казенно выражаться, да, умеющие управлять своим временем люди, которые успешно решают очень сложные задачи. Вот такой, наверное, бауманский студент. Инженеры, физики, конструкторы, математики, айтишники, программные инженеры, машиностроители, наноинженеры. И все это Бауманка. Здесь учатся и работают люди, которые создают новые технологии. Они исследуют Землю и открывают космос. Если вы хотите присоединиться к этому перспективному сообществу, то задумайтесь. Возможно, Бауманка – это ваш университет. Это программа «Топ ВУЗ», и я ее ведущая Евгения Черноскулова. До встречи в новых выпусках. Пока-пока.